Сейчас будем говорить про запретные вещи. Вечеринки. Google цензурирует это слово почему-то, поэтому будем говорить просто вечеринки для взрослых. Я вообще не знал ничего об этом, пока лет где-то, наверное, 10 назад моя девушка на тот момент не сказала мне: а пойдем сходим. И я представил, что мы входим вместе, и прям с порога нас заставляют ебаться. Примерно с таким представлением я провел следующие пару дней и подумал, что... 10 за то, что смотришь. No. И, в общем, как-то с этого дела я слился. Следующие 10 лет я как-то особо к этой теме не возвращался. И вот в 33 года, уже в эмиграции, в Сербии, она мне все-таки настигла. И оказалось, что на этих вечеринках тебя не заставляют ебаться прям с порога. Оказывается, это прям вот вечеринка, знаете, то есть там что-то происходит, там диджей есть, разные активности, но они такие, конечно. Люди собрались интересные, открытые ко всякому опыту, готовые друг с другом взаимодействовать, там, целоваться, тактильно как-то, да. Ну и более глубоко, конечно, для этого есть отдельная комната. И так получилось, что меня в какой-то момент позвали на такую вечеринку провести тренинг, поскольку у меня канал про отношения. Я примерно понимаю, что нужно таким же тревожным пирожочкам, как и я, как их расслабить, успокоить и друг с другом как-то, значит, повзаимодействовать. Это было Не просто смело, это было 3 месяца назад, и тогда все сошлось просто в одну кучу. Ко мне приехала девушка из Хорватии, с которой мы только познакомились. Я первый раз в жизни пошел на такого рода вечеринку. Я понятия не имел, что там будет абсолютно. И мне еще нужно было вести там тренинг. Поэтому тревоги было, конечно. С одной стороны, прикольно, что я там был со своей девушкой. Мне не пришлось как-то особенно задумываться, а как же мне взаимодействовать с другими партнерами, потому что мы изначально договорились, что отдаем приоритет друг другу. Но, честно сказать, потом, особенно после того, как мы расстались, вообще никак не связано с вечеринкой, я подумал о том, что, вообще-то, наверное, я упустил какую-то интересную часть взаимодействия с другими людьми, поэтому остался незакрытый гештальт. И вот меня позвали еще на одну вечеринку, но в этот раз я решил двигаться на жестком приколе, просто потому что иначе я бы не вынес это, правда. Опять это какая-то бездна тревоги, а как на меня там посмотрят, как меня оценят, а что если я не справлюсь, а вдруг никто не придет. Короче, происходит, что происходит. Никто не придет, отлично. Ни с кем не познакомлюсь. Вообще замечательно. Просто посижу в углу, попью воды. В общем, любой сценарий, который со мной произойдет, я принял заранее. Тема этой вечеринки была тактильность, поэтому я немножечко адаптировал свой тренинг таким образом, чтобы было больше упражнений, где люди там касаются друг друга, исследуют свои границы и чужие. В общем, я довольно неплохо подготовился, сделал интересный тренинг. Что там было конкретно, расскажу чуть позже. Я приехал чуть пораньше для того, чтобы помочь с обустройством, декорировать помещение, ну и как-то нормально подготовить свое пространство, в котором я буду вести тренинг. И проблемы сразу же начались с того, что комната оказалась не особо-то большая. Снаружи выглядит как прикольная вилла, а внутри почему-то очень много кровать в каждой комнате, с которыми вообще непонятно, что делать. Благо, я инженер, у меня был курс комбинаторики, поэтому я довольно быстро смекнул, что самое лучшее решение — это 2 кровати поставить вертикально, задрапировать их одеялами. И, в общем, как получилось сделать какое-то довольно уютное пространство, из тех условий, что у меня были. Вообще атмосфера довольно прикольная, когда ты находишься в каком-то хаосе, все готовятся, что-то расставляют. 1,5 часа до вечеринки, а еще ничего не готово. Вообще в воздухе ощущалась небольшая такая легкая паника, но я напомнил себе, что я на приколе, наслаждаюсь каждым моментом, каким бы он ни был. После того, как я разобрался со своей комнатой, я помог ребятам вынести все на улицу из главного зала. На месте, которое я освободил, поставили некоторые качели, на которых потом очень красиво вязали людей, и там был вообще такой классный перформанс, который я вам показать, к сожалению, не могу. YouTube. Воображение используйте. В какой-то момент я понял, что все, моя помощь больше не нужна, мы уже все сделали, все подготовили, вечеринка уже потихонечку начинается. И, честно говоря, вот этот вот рубеж уже подходит, когда нужно как-то, становиться экстравертным каким-то человеком. Я же тренинг веду, значит, мне нужно как-то отдавать энергию, взаимодействовать с людьми.
Поскольку дресс-код вечеринки был расслабленный, пижамы, шелк, вот такие вот вещи, я попросил свою подругу, кстати говоря, смысл иметь подруг, не только мужчин-друзей, а еще и подруг, вот как раз вот для таких вот моментов, потому что мне было очень сложно найти что-то подходящее для этого дресс-кода, а подруга мне выдала и чокер, и халат прекрасный, замечательный, и глиттер, которым я грудь себе намазал, чтобы оно все красиво сияло. В общем, заведите себе подругу, правда, пацаны, у вас откроются новые горизонты в этой жизни, ваше восприятие реальности сильно расширится. В общем, я решил, что я сейчас свою обычную одежду снимаю, надеваю вот эту одежду вечериночную, и, соответственно, старый свой характер я оставляю в старой одежде, а надевая новую, я приобретаю какой-то вот новый. Я так себе в голове рассудил. Через внешнее, через что-то, да, я надел какой-то свободный очень наряд, какой-то экстравагантный, кричащий. Значит, я вот теперь вот такой вот человек. Кстати говоря, это тот самый момент, кажется, ради которого я качался все это время. Вы знаете, когда ты надеваешь на себя что-то такое свободное, открытое, и тебе не стыдно за то, как все это выглядит. Ты можешь просто расслабиться и быть, красивым. Отсутствие стыда за свою фигуру дает какое-то все-таки вот чувство уверенности, что ли, да. Я думаю, что если бы мне пришлось как-то вот втягивать живот или еще вот что-то такое делать, это явно бы чувствовалось как зажим. Мне было бы гораздо сложнее. Качалка реально приносит плоды. В общем, моя подруга посоветовала мне намазать себе глиттером грудь, что я зря качаюсь, что ли, чтобы подчеркнуть, так сказать. Все красивое, вот так вот немножечко небрежно накинуть халатик наверх. Вот и он мой образ. Еще у меня был чокер на шее. Ну и вот я весь такой свободный, яркий, красивый, интересный. Поменял образ. Светозар, Светозар. Видимо, из-за того, что у меня уже был какой-то опыт, я все довольно неплохо организовал. И мне вообще ничего не пришлось делать. Ко мне пришло сразу же целую кучу народа. Первая группа вообще вся не поместилась. Мне пришлось сказать: подождите. В этот раз тренинг был ориентирован на тактильность. Я добавил несколько очень интересных упражнений, таких довольно глубоких и при этом не вульгарных, которые реально помогают как-то вот ощупать какую-то связь с партнером. Блин, мне кажется, я реально классную штуку сделал. Значит, первое упражнение — это встать напротив партнера, положить ему руку на грудь, медленно, чтобы партнер разрешил тебе это сделать. Если он не хочет, он может сделать вот такой вот жест. Может ничего не говорить, просто типа нет, граница, типа мне не хочется. И это абсолютно нормально, мы все понимаем. Значит, вы кладете друг другу руку на грудь и стараетесь почувствовать дыхание партнера через это соприкосновение. И когда вы его почувствовали, ваша задача синхронизировать свое дыхание с дыханием партнера таким образом, чтобы вы дышали вместе одновременно. И у меня получилось это сделать с двумя разными партнерами, то есть мы это делаем один раз какое-то время, потом перемешиваемся, встаем пару с другим партнером. И разница была колоссальная вообще. То есть через этот контакт, вроде бы не очень большой, да, тактильный, но такой все-таки на груди. Особенно с девушкой я стоял, интересно было. Через этот контакт реально получилось почувствовать, насколько люди по-разному. То есть один немножечко был такой, типа, что происходит? Это без слов все понималось, типа, что происходит, а почему так странно, типа, а как синхронизировать, кто кого догоняет по дыханию. То есть видно было, что человек так вот немножечко, да, старается. С другим партнером мы стояли, и я прям заметил, как мы словили вот бессловесную какой-то connection. И эта связь, она чувствовалась. То есть мы прям идеальную какую-то гармонию поймали. Нам не приходилось глубину дыхания подстраивать или ритм. Оно вот как-то само текло, и через это мы ловили оба какое-то странное, но при этом приятное, интересное ощущение. Но самое, наверное, прикольное, что было, это то, что я подобрал трек, очень вайбовый, и под него люди танцевали, сохраняя только одну точку контакта. Сначала нужно было ладонями, а потом, когда в музыке подходит момент дропа, я хлопаю в ладоши, и точка контакта меняется на спину. Это вообще непростая задача танцевать типа спиной. Я очень классно подобрал музыку таким образом, что вы как раз чуть-чуть потанцевали спиной, и она заканчивается, по чуть-чуть идет на спад, и это и есть конец игры. Супер вайбово, мне люди подходили, говорили, что спасибо тебе большое, очень классно, ты нас расслабил, познакомил. Это было довольно приятно. Отработав 4 группы практически подряд, я ощутил себя очень усталым. Еще немножечко посуществовал на этой вечеринке, попробовал парочку разных активностей интересных, но типа не криминальных, и поехал спокойненько себе домой на последней электричке. Светозар, Светозар. Какие инсайты
у меня, как у интроверта, насчет такой вечеринки для взрослых. В этот раз уже во второй. Ничего страшного, действительно, не боги горшки обжигают. Вообще считаю, что такого рода активности стоит посетить хотя бы раз в жизни, особенно если вы пара и давно уже в отношениях. Вот такая тема, вы много чего поисследуете, тактильного и какой-то динамики в паре. Но если вы заранее договоритесь о правилах, в которых вы существуете на этой вечеринке, вообще все абсолютно безопасно и будет вам потом что пообсуждать, повспоминать. Особенно если вы будете как-то друг с другом взаимодействовать на глазах у других людей, это очень интересное ощущение дает. Но самое, так сказать, сладенькое это до даркрума я так и не дошел, ни на первой вечеринке, ни на второй. Ну, как сказать, на первой вечеринке я с девушкой был, так что, можно сказать, дошел. И тут, конечно, конкретно у меня есть некоторая проблема, поскольку мне для того, чтобы вступить в какой-то такой вот контакт с человеком, нужна эмоциональная связь, а за время вечеринки ее как-то не просто установить, хотя есть некоторая возможность. И вообще, конечно, вот эта классическая дилемма, что те люди, которые меня привлекают внешне, они абсолютно не привлекают меня внутренне. С ними неинтересно разговаривать, я не чувствую с ними контакта, и какая-то вот, ну, в общем, не коннект. Хотя, опять же, я говорю, то есть для меня действительно очень важна именно эмоциональная связь, и вот так вот сразу с кем-то идти в даркрум, надо попробовать, короче. Еще остался незакрытый гештальт, еще есть куда расти. Светозар, Светозар. Если у вас тоже в жизни есть какой-то страх, куда-то сходить или что-то сделать, что-то такое, что кажется абсолютно невозможным, напишите, пожалуйста, про это в комментариях. Справились ли вы с этим страхом или, может быть, еще до сих пор нет. Очень интересно узнать, какие незакрытые гештальты есть у вас. Рад был поделиться с вами своей историей выхода из зоны комфорта, потому что поход на такую вечеринку для взрослых мне казался абсолютно невозможным. Это что-то из разряда что это буду делать? Оголяться как-то перед другими людьми. Господи, стыд и срам. Ужас какой. Казалось, ничего страшного. Никто тебя не заставляет ничего делать. Можно просто смотреть, можно не смотреть, можно в любой момент уйти. С другой стороны, можно и что-то новое, интересное для себя открыть. Ну или как минимум поставить галочку, что я на такой вечеринке был. И ничего страшного, не расплавился, не умер. Так что всем закрытия гештальтов, преодолевания своих страхов. Всех обнял. Увидимся в следующем видео.